Всем привет! Сегодняшняя лабораторная работа будет посвящена извлечению драгоценных и не очень металлов из вот такого интересного материала, представляющего из себя не что иное, как лигатуру от разъемов ГРПМ-1. Материал прислан одним из подписчиков, моим тезкой по имени Максим, за что по традиции ему отдельное спасибо. По легенде, данная лигатура должна содержать около 2 граммов золота на килограмм собственного веса, а также от 50 до 80 граммов по серебру. Таким образом, при стартовом весе данного материала в 2502 грамма мы можем рассчитывать на выход по золоту в районе 5 граммов и по серебру от 150 до 200 граммов. По плану переработки. Так как на лигатуре в значимых количествах присутствия олова я не вижу, то пункт с растворителем припоя мы благоразумно пропустим. Также ввиду отсутствия в данном материале магнитной составляющей, первым номером нашей программы будет удаление всех ненужных металлов при помощи азотной кислоты. Таким образом, в раствор в виде нитратов должны перейти такие металлы, как медь и цинк, составляющие латунную основу этой лигатуры, а также серебро, находящееся на ее поверхности в виде напыления. Ну а золото, как само собой разумеющееся, должно остаться на дне химической посуды в виде тонких волосков. На втором этапе проведем декантацию с последующей фильтрацией растворов, содержащих нитраты таких металлов, как медь, цинк и серебро. И на третьем этапе попробуем из получившегося отфильтрованного раствора выделить такой металл, как серебро, при помощи не совсем традиционного метода. Метод этот будет заключаться в прямом восстановлении серебра из раствора, минуя стадию хлорида при помощи таких реактивов, как динатриевая соль, мочевина и аскорбиновая кислота. На четвертом этапе проведем растворение в царской водке золотых волосков, оставшихся после обработки лигатуры азотной кислотой на предыдущих шагах. На следующем этапе проведем фильтрацию получившейся хлороводородной кислоты золота с последующим восстановлением из нее до металлического состояния 79-го элемента периодической таблицы при помощи гидрозин-гидрата либо какого-либо другого химического реактива. Ну и на последнем этапе результаты лабораторной работы при их наличии сплавим и взвесим. Серебро сегодня будем плавить в грануляторе. План накидали. Приступаем. Часть материала перемещена в стакан объемом 5000 мл. И теперь мы приступаем к первому номеру нашей программы, а именно удалению ненужных металлов при помощи дистиллированной воды и азотной кислоты. Для этого прильем к материалу 500 мл дистиллированной воды и небольшое количество азотной кислоты. Ждем старта реакции. Материал и азотную кислоту будем добавлять по мере надобности. Так как в ближайшие 1,5 часа не будет происходить ровным счетом ничего интересного, я перемещаю стакан с отравляющимся материалом в вытяжной шкаф и встретимся уже после окончания протравливания.
Спустя 1,5 часа имеем приблизительно 10 литров растворов нитратов меди, цинка и серебра, а также вот такое количество золотых волосков, оставшихся после растворения лигатуры в азотной кислоте. И в нашей лабораторной работе объявляется первая рекламная пауза на фильтрацию этих растворов. После ее окончания все фильтры, на которые будут уловлены взвеси, находящиеся сейчас в этих растворах, будут добавлены к материалу для последующего растворения в царской водке. Спустя 1,5 часа первые 4 литра раствора отфильтровались, и пока дофильтровывается остальное, мы помучаем эти 4 литра. Как я и говорил ранее в начале лабораторной работы, мы попробуем восстановить серебро из его нитрата, находящегося в этом растворе, при помощи нового способа. А именно, минуя стадию хлорида. Для этого нам понадобится 3 реактива. Первым из них будет мочевина, которую мы будем использовать как нейтрализатор азотной кислоты. Второй реактив – это динатриевая соль, в простонародье также известная как трилон Б. Ее мы будем использовать в качестве ингибитора восстановления меди из раствора нитрата меди. И непосредственно сам восстановитель, которым будет являться аскорбиновая кислота, и она поможет нам восстановить серебро до металлического состояния напрямую из этого раствора. Для начала немного разбавим этот раствор. Для этого прильем приблизительно 500 мл дистиллированной воды. И начнем присыпать в раствор первый из реактивов, а именно мочевину, для нейтрализации избытков азотной кислоты. Присыпать будем до окончания газовыделения. Точные навески реактивов я озвучу в конце лабораторной работы, так как их точное количество мне самому неизвестно. Данный способ я использую всего лишь в 3-й раз. Выделение газов идет достаточно активно. Избыток азотной кислоты присутствует. Мочевины, я думаю, достаточно. Газовыделение закончилось, и мочевина даже перестала растворяться. И следующим реактивом присыпаем динатриевую соль. Все манипуляции производим на холодную. Спустя 7 минут динатриевая соль растворилась, и теперь начнем присыпать наш восстановитель, в качестве которого мы будем использовать аскорбиновую кислоту. Параллельно будем следить за образованием осадка. Цвет раствора начал меняться. В нем начало образовываться металлическое серебро.
Спустя несколько минут реакция восстановления и формирования осадка закончились, и теперь дождемся его отстаивания. Спустя несколько минут осадок отстоялся. Он достаточно легкий, но позже мы его скоагулируем при помощи разбавленной серной кислоты. За кадром я обработаю вторую часть отфильтрованного раствора. Верхушки солью, а осадки объединю. Результат покажу. Вот, собственно, и он. Такое количество осадка металлического серебра получилось после обработки двух партий отфильтрованного раствора. Сейчас я прилью сюда небольшое количество разбавленной серной кислоты. Попробуем этот осадок укрупнить. После этого промыть и отправить на отжим. По итогу вот такое количество осушенного осадка металлического серебра получилось. С ним мы встретимся уже на плавке и взвешивании. А пока займемся растворением в царской водке золотых волосков после травления материала. Для этого приготовим ее 80 мл. Прильем в мерник 20 мл азотной кислоты и 60 мл соляной до 80. Напомню, что объемное соотношение кислот 1 к 3, массовое 1 к 2. Приливаем получившуюся царскую водку к материалу. Включаем небольшой подогрев. И ждем растворения. Спустя буквально пару минут все растворилось. И раствор царско-водочного комплекса золота отправляется на фильтрацию после небольшого разбавления дистиллированной водой.
Раствор отфильтрован, и теперь приступим к восстановлению из него золота до металлического состояния. Включаем легкий подогрев. Опускаем якорь. И для начала присыпем мочевины для нейтрализации остатков азотной кислоты. Ждем пару минут, пока раствор нагреется до температуры приблизительно 70 градусов, и будем восстанавливать из него золото. Восстанавливать будем при помощи железного купороса. Раствор нагрелся до нужной температуры, и приступаем к восстановлению из него золота до металлического состояния. Присыпаем сульфат железа, он же железный купорос. Раствор изменил цвет, начинается формирование осадка. Добавляем еще немного восстановителя. И ждем коагуляции осадка. Вот такое количество золотого осадка в итоге получилось. Сейчас я его почищу в кислотах, просушу, и после этого будем приступать к плавке. Итак, все полезные металлы получены в виде порошков, золото, серебро, и самое время приступить к плавке. Начнем с серебра. Его сегодня будем плавить прогоном через гранулятор. Для этого нам понадобится вот такой тигель с отверстием диаметром 1,5 мм. И сейчас я этот тигель заполню порошком серебра.
Тигель заполнен, и теперь перемещаемся к гранулятору. Вот, собственно, и он. И для тех, кому интересно, проведу небольшую экскурсию. Гранулятор состоит из нескольких блоков. Основным из них является индукционный нагреватель, в который помещается тигель с расплавляемым металлом. После расплавления этот металл улавливается в этой емкости, наполненной водой, при помощи уловителя гранул. А вода во всей системе берется вот из этой бочки, в которую помещен погружной насос. И за счет циркуляции через него воды охлаждается индукционный нагреватель, а также вода попадает в емкость с уловителем гранул. Вся водяная система является замкнутой. С другой стороны находится блок управления, на котором можно контролировать и регулировать температуру, а также баллон с инертным газом. В нашем случае это аргон, который необходим для того, чтобы сложные сплавы, находящиеся в тигле, не окислялись в атмосферном кислороде. И для подачи инертного газа используется вот такое устройство. Мы же сегодня при грануляции использовать аргон не будем, так как при плавке серебра он не особо нужен. Итак, приступим. Помещаем тигель в индукционный нагреватель. Включаем его. Выставляем предварительно мощность процентов на 60-70. В последующем ее можно будет регулировать. Включаем подачу воды в гранулоуловитель. Теперь даем полный напор. Ставим гранулоловитель на свое место. И ждем, пока порошкообразное серебро в тигле расплавится и выльется в гранулоуловитель. Верхушку прикроем другим тиглем. Вот такое количество более-менее однородной дроби получилось с нашего материала. Дробь серебряная, так что завтра набиваем патроны и идем на вампиров. Ну а теперь быстренько без соплей плавим золото и переходим к взвешиванию.
Ну и долгожданная финалочка. И первым отправляется на весы добытые с 2,5 килограммов лигатуры разъемов ГРП-М1 серебро. Результат по серебру 170,1 грамма. Вот такая красивая дробь получилась. Напомню, что эту дробь мы получили, прогнав серебряный песок через гранулятор. Ну и вторым на весы отправляется извлеченное с той же лигатуры золото. Результат 4,88 грамма. И думаю, что не безинтересно будет узнать, какой же пробности у нас получились извлеченные металлы. И для этого задействуем попавший мне по случаю в руки ручной спектроанализатор. Начнем с серебра. Четыре девятки. Теперь очередь за золотом. Аналогично. 4 девятки. Теперь пара слов по самой переработке. Касаемо извлеченных в рамках сегодняшней лабораторной работы драгоценных металлов, все оказалось в пределах ожиданий, а именно чуть менее 2 граммов по золоту на килограмм лигатуры и в районе 68 граммов на килограмм лигатуры по серебру. Также в рамках сегодняшней лабораторной работы был показан способ прямого извлечения серебра из раствора нитрата серебра, минуя стадию хлорида при помощи динатриевой соли, мочевины и аскорбиновой кислоты. Метод, на мой взгляд, вполне себе рабочий, и тот, кто не хочет возиться с многократной промывкой хлорида серебра от примесей паразитных металлов, может взять его на вооружение. В рамках этого метода в сегодняшней лабораторной работе я применял следующие навески реактивов. Мочевина приблизительно 150 граммов на 4000 миллилитров неразбавленного исходного раствора до полного погашения излишков азотной кислоты. Динатриевая соль 130 граммов на то же количество исходного неразбавленного раствора. И, наконец, аскорбиновая кислота 110 граммов на все те же 4000 миллилитров неразбавленного исходного раствора. Навески реактивов приблизительные, и что-то мне подсказывает, что они очень сильно зависят от того, насколько выработана исходная азотная кислота при травлении материала. Таким образом, повторюсь, что метод рабочий, но будет уточняться и совершенствоваться. В последующих видео я обязательно покажу другие способы извлечения драгоценных и не очень металлов, но это будет точно не сегодня. А на этом у меня все. Всем пока!